Да, спасибо большое. Пока вашего сына нигде не обнаружили. Понимаете? Нигде. Нет, не понимаю. Ни в больницах, ни в морге его нет, значит, он жив. И мы обязательно его найдем. А вы что? Вы допускали, что он мертв? Я не хочу. Пейте, пейте. Не хочу. Ну, а если его похитили бандиты? Зачем им его похищать? Я не знаю. Может быть, они хотят выкуп или еще что. К вам что, кто-то обращался за выкупом? Нет. Ну вот видите, только 10% исчезновения детей связаны с криминалом. В нашей ситуации я подобного не вижу. Поэтому давайте не будем паниковать, а станем рассуждать. Может быть, ваш сын рассказывал вам о каких-то новых знакомых. Может быть, к нему кто-то подходил на площадке во дворе или в детском саду. Нет. А о каких прятках и побегах говорила Потапова? Понимаете, у Вани есть такая привычка. Если он на кого-то обижался, то мог и спрятаться. Ну, мне вообще кажется, что он делал это специально. Чтобы его нашли и приласкали. И часто он так обижался? Да нет. Нет, ну, конечно, нет. Вы что, тоже думаете, что я плохая мать? Я ничего такого не думаю, и я ни в чем вас не обвиняю. Но я хочу знать о вашей семье все. Ну, в последнее время мы с мужем действительно часто ссорились. Какие-то постоянные придирки, недомолвки. Мне даже кажется, что у него появилась другая женщина. Кто она, вы ее знаете? Катя, я спрашиваю не из любопытства. Марина, студентка. Она стажируется у них на радио. А вы что, считаете, что она может иметь отношение к исчезновению моего сына? Повторяю, необходимо отработать все возможные и даже невозможные версии. Нет. Да нет, это слишком. Мне кажется, что я о себе многое напридумывала. Сергей, он очень хороший. Правда. Если бы не он, когда погибла моя мама 8 лет назад, то он просто не дал сойти мне с ума. Сейчас главное найти вашего сына. А с мужем вы во всем разберетесь потом, я уверена. Господи, пусть он только найдется. Теперь все будет по-другому. Анастасия Викторовна, на пешеходном переходе мальчика сбили. Он в больнице скорой помощи. Может, это ваша пропажа? Игорь, ты кто тебя вообще учил? Тому мальчику 9. Играл во дворе с ребятами, попал под машину. Он живой. Кать, поехали домой. Здравствуйте, следователь Туманова. Скажите, а вы кто? Марина Сотникова, студентка журфака и стажер на радио. Ну и девочка на побегушках у маститых журналистов. Ясно. Скажите, вы были знакомы с пропавшим мальчиком? Я видела его один раз. Сережа приводил его на радио. Что вы можете о нем сказать?
Ну, мальчик развит не по годам. Вот, в принципе, и все. Не густо. Да. Спасибо. А вы на машине? Нет. Может быть, вас подвезти? Спасибо, было бы неплохо. Неплохо живут нынешние студенты. Просто меня любят мои родители. Я уверен, что Ваня скоро найдется. Ты знаешь, что Потаповы больше не наши соседи? Нет, не знаю, а что случилось. Они усыновили 5-летнего мальчика и переехали. А ты откуда знаешь? Я подумала, что это они забрали Ваню и потащила к ним Туманову. Она пробила их адрес и… Катя. Ну что, у меня возникли подозрения, и я решила их проверить. Но дело даже не в этом. Тамара заявила, что наши ссоры плохо отражаются на психике Вани. Ну, скорее всего, она права. Но не я начинаю эти ссоры. А кто я? Ты опять хочешь сказать, что только я во всем виновата? Ну ты же всем недовольна последнее время. А с чего мне быть довольной? Ты все время проводишь на работе. И, как я понимаю, в приятной компании юной студентки. Это она же сейчас была с тобой в больнице, да? Да она просто выручила меня по-дружески, подкинула на своем автомобиле. И кроме того, принимает активное участие в поисках нашего сына. Да ты что? И где вы проводите эти поиски? Случайно не в постели? Кать, хватит! Что, я опять не права, да? Однажды ты мне уже дал повод. Невозможно так жить, когда не знаешь, где он, что с ним. Я так больше не могу. Лучше бы тот мальчик из больницы оказался Ванькой. Да, пусть его сбила машина, но он жив, и есть определенность. Ты себя вообще слышишь? Не сходи с ума. Добрый вечер, Катя. Можно войти? Да, проходи. Здравствуйте. Ну что, есть какие-то новости? Нет. Катя уверена, что Ванечка обязательно найдется. Вот увидите. Вы простите, я не смогу вас больше работать. Я уезжаю. Возвращаюсь домой в свою деревню. Почему? Ты же хотела выкупить комнату, которую снимаешь. Да как-то не складывается у меня здесь жизнь. Я могу забрать свои вещи из детской? Да, конечно. Спасибо. Диан. Будешь чай? Нет, хотя, да, наверное. Спасибо. Что она? Это она украла Ваньку. Диана. Что за бред? Катя, успокойся, пожалуйста. Я слышала телефонный разговор. В нем речь шла о ребенке. На нее кто-то давил. Я не знаю, может быть, это был ее сообщник. А в день, когда Ваня пропала, она вообще не выходила на связь. И вот переписка с каким-то Артуром. Ты должна это сделать. У нас нет другого выхода. Но ребенок здесь ни при чем. Хватит, я все решила. Катя. Катя, что вы делаете? Это ты украла Ваньку, да? Зачем он тебе? Катя, что вы такое говорите? Никого не крала. Врешь. И вот доказательства. Кто такой Артур и куда вы дели Ваню? Это все не так. Сергей, вы не могли, пожалуйста, выйти? Нет, не уходи. Вызывай полицию и звони Тумановой. Господи, да как вы могли такого подумать? Вы
В день, когда пропал Ваня, я не могла забрать его. Меня увезла скорая в больницу с сильным кровотечением. Осложнение после аборта. Артур – это парень, с которым я встречалась, которого любила. Он заставил меня избавиться от ребенка. Теперь я себя за это презираю, а его ненавижу. Следователь Туманова в курсе. Теперь, как я понимаю, она проверяла мое алиби. Диан, прости. Это моего малыша уже не вернешь, а Ванечка обязательно найдется. До свидания. Господи, Сережа, мне так стыдно. У нее такое горе, а я накинулась на нее, как фурия. Она все понимает. Хороший, добрый человек. Я веду себя как сумасшедшая, да? Весь этот кошмар скоро закончится, я обещаю. Просто давай в следующий раз как-то взвешивать свои подозрения. Я пойду умоюсь. Алло, Катя. Да, Наташ, добрый вечер. Катя сейчас занята, она не может говорить. Что у вас? Есть новости? Нет, пока нет. Господи. Ну, полиция хоть ищет. Да говорит, что ищет. Сережа, я понимаю, что вам не до нас, но я подумала, не скажу, Катя обидится. Нашли донора для Миши. Операцию назначили на послезавтра. Наташ, так это же прекрасная новость. Мы очень за вас рады. И держим кулаки. Спасибо, Сережа. Катя, привет. Я молюсь за вас. Спасибо тебе. Наташа звонила. Нашли донорскую почку для Миши. Ну, слава богу. Хоть у кого-то все хорошо. Сереж, проснись. Что? Откуда взялась почка? Что? Ты о чем? Откуда появилась донорская почка для Миши? Да Наташа не говорила, я и... А вдруг это она похитила Ваню и взяла его почку? Кать, послушай, так нельзя. Сначала Тамара, потом Диана, теперь до Наташи очередь дошла. Но мы же договорились взвешивать все обвинения. Тем более, это твоя самая близкая подруга. Тогда откуда появился донор? То лист ожидания очень длинный, то сразу раз и есть. Тем более, что группа крови у Миши и Вани одинаковая. А ты откуда знаешь? Нам в роддоме сказали. Редкая 4-я группа. И сразу у 2 новорожденных. Любимая, успокойся, пожалуйста. И включи логику. Стала бы она тогда тебе звонить. Хорошо, что ты можешь держать себя в руках и рассуждать логически. Смотри, я все узнал. Кроме
кроме группы крови должны совпасть еще с десяток показателей. Кроме того, детское донорство у нас запрещено. Кать. Можно я побуду одна? Слушаю, Катя. Здравствуйте, я не разбудила? Вы еще не спите? Нет, я на работе. Что-то случилось? Я знаю, что это прозвучит дико, но сыну моей подруги требуется пересадка почки. Она меня уверяла, что очередь длинная, и непонятно, когда найдется подходящий донор. Я сегодня позвонила и сказала, что донор нашелся. Операция послезавтра. Как так? Я что-то не очень понимаю суть вопроса. У наших детей одинаковая группа крови. Редкая. Мой сын пропал. Вы хотите сказать, что ваша подруга... Выкрала вашего сына, чтобы изъять у него почку и пересадить своему мальчику? В какой клинике лежит мальчик вашей подруги? В больнице скорой помощи. Мы сегодня там были. Я знаю, Но врачи этой больницы, они не занимаются черной трансплантологией, понимаете? Катя, вы что-нибудь пьете? Какие-нибудь легкие антидепрессанты обязательно нужно принимать, иначе вы сойдете с ума. Простите, что я так резко. Да. Извините, до свидания. До свидания. Рит, я не могу сейчас говорить. Нет. Рит, какая работа? У меня сын пропал. Ладно, скажи, что я пока ничего не знаю. Как хорошо, что ты зашла. Мишка очень жалел, что не попал к Ванечке на день рождения. Но я ему ничего не рассказывала про исчезновение. Врач настоятельно просил его не волновать. Как-то неожиданно нашелся донор, да? Да. Бывшая свекровь все-таки сообщила Лёше о Мишкиной болезни. Уж так она не хотела. Но я сказала ей, если с сыном что-то произойдет, это будет грех на ней. Лёшка примчалась. У него тоже 4-я группа крови? Да. И анализы показали полную совместимость. Катенька, что такое? Сережка прав. Я на грани помешательства. Я не знаю, что делать. Я все время думаю о Ване. Кому понадобилось его украсть? В моей голове рождаются подозрения одно нелепее другого. И я не могу от них освободиться. Наташа, прости меня, пожалуйста. Я все понимаю. Мы сходим с ума, когда беда касается наших детей. Катенька, я прошу тебя держать голову холодной. Так легче получится справиться с этим кошмаром.
Я изо всех сил старалась. И видишь, нашлось решение. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше, або залиште. Года остается всего ничего 322 дня. Далее. В 1810 году Серёж? утвердил уголовный кодекс. Вот материал на правку. Вы только вдумайтесь, до 1994 года. В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. А в 1941 впервые с помощью пенициллина излечили больного пневмонией. Также в этот день родились 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн, французский художник-карикатурист Жан Эйфель, итальянский режиссер и художник Франко Дефирелли. Мне кажется, я превращаюсь в психа. Обижаю близких мне людей. Нет, я умом понимаю, что я поступаю ужасно, но я не могу остановиться. Андрей, что мне делать? Прежде всего успокоиться. Сын найдется. Обязательно найдется. А я всегда буду рядом. Ты только позови. Мне кажется, я никогда не смогу взлететь. А я тебе в 100 раз говорю, сможешь. Давай опять поедем на тренажер. Нет. Нет, мне нужно искать сына. Кать! Катюха! Сережа, Здравствуйте. это Макс, координатор волонтерской группы, которая ищет вашего сына. Здравствуйте, Макс. Спасибо вам огромное. Да пока особо не за что. Так, значит, смотрите. Здесь отмечены места, о которых вы мне написали. Там, где мальчик бывал с вами или с другими взрослыми. Мы прочесали их все. Ваню нигде не обнаружили. Никаких следов нет. Людей также опросили, но, к сожалению, никто ничего не видел. Так а зачем вы тогда пришли? Зачем вы это разложили мне, если результата ноль? Сереж, вы не правы. Макс старается помочь. У него в группе нет безразличных. Все стараются найти Ваню. Я пришел спросить, может, вы вспомните еще какое-то место? Может, он там не был, но говорил, что хочет туда поехать. Да нет, ничего нового я не вспомню. Знаете, у нас есть обученная собака, и мы хотели бы попробовать, может, она от вашего дома сможет взять след. Нужна какая-нибудь Ванина вещь, ну, игрушка там или из одежды что-то. Вещь? У меня нет ничего здесь. Ну, дома есть. Да, дома есть. Макс, найдите его, пожалуйста, я вас очень прошу. Мы сделаем все возможное. Но если вы хотите продлить этот цветочный карнавал, воспользуйтесь нашими простыми советами. Избавьте растения от попадания прямых солнечных лучей и держите их при температуре от 14 до 16 градусов. Иногда есть вероятность наслаждаться их цветением до 3 недель. Вы на волне радио Оптимист ФМ. Тихой гавани вашей шлюпки. Катя? Спасибо, что согласились со мной встретиться. Муж, как обычно, на работе, а идти в пустую квартиру – это невыносимо. Я понимаю. В это время Диана обычно возвращалась с Ваней с прогулки. Я начинала готовить ужин, а он садился рядом и что-нибудь рисовал. Настя, где мне его искать? Катя, не рвите себе сердце.
Предоставьте поиски профессионалам. Займитесь любимым делом. Я понимаю, совет может быть банальный, глупый, но он действенный. Я не могу сейчас заниматься любимым делом. Обнять сына не могу, летать не могу, любить собственного мужа, как раньше, тоже не могу. Я ничего не могу. Хватит, прекратите истерику. Возьмите себя в руки. И подумайте о том, в каком состоянии вы встретите вашего сына. Да. Наверное, вы правы. Но прошло уже 2 суток. Я не знаю, что мне думать. Я не знаю, на что мне надеяться. До критического срока еще есть время, а значит, есть и надежда. Какой критический срок? Это срок, после которого поиски человека практически бесполезны. Сколько это дней? Как правило, 3. 3 дня? И вы так спокойно об этом говорите? Нет, вы не в состоянии меня понять. Я в состоянии вас понять, Катя. Я тоже потеряла сына. Только у меня все сроки уже давно вышли. Шесть лет назад я развелась со своим мужем, Игнату было 14. И у нас начались конфликты по любому поводу. Из-за друзей, вещей, музыки, увлечений, которые мне казались странными. Все это выглядело так, как будто он мне мстит за то, что я не смогла сохранить семью. Единственной отдушиной у Игната стал спортивный клуб. Он очень привязался к своему тренеру, советовался, прислушивался во всем. 4 года назад я расследовала дело о разбойном нападении на автозаправке. Преступники были очень хорошо физически подготовлены, были профессионалами, и руководил ими тренер Игната. Сын вам не поверил? Нет. Он не хотел меня слушать. Он обвинял меня в том, что я посадила ни в чем невиновного человека. И что я специально лишаю его людей, к которым он привязался. Тренеру дали 7 лет строгого режима. Это максимальный срок. Когда я вернулась после суда домой, Игната не было дома. Ни велика, ни вещей, ни записки. Так что я могу вас понять, Катя. Вы не можете найти своего сына? Могу. Тогда в чем дело? Да, Игорь. Я буду через 20 минут. Что-то связанное с Ваней? Нет, это строго рабочие моменты. Катя, поздно, холодно. Пойдемте. Вам пора домой. И главное, вы должны верить. Мы обязательно найдем Ваню. Что, опять все плохо? Это какие-то тайные символы? Секретный шифр радиожурналистики. Не знала она? И что, чтобы получить от вас справки, мне нужно разгадать этот шифр. А ты думала, будет все так просто? Одну загадку я, кажется, уже разгадала. Вы точно пьете не кофе, и поэтому правки, скорее всего, не правки. Вот тяна. То есть ты, Мариночка, считаешь, что я не в состоянии поправить твой текст? Да я хоть сейчас в эфир. Я верю. Ты пойми, вот мне скажут, у тебя через 5 минут эфир. Все, я готов. А это и есть профессионализм. Учись. Ведь новичок, когда приходит в журналистику, он думает, что все будет весело и увлекать. Микрофон, диктофон, искрометные тексты сами собой выскакивают, а он только хвалебные рецензии собирает и купается в популярности, да?
Но иногда ты должен забить на то, что у тебя внутри. Я в эфире вынужден шутить, когда на самом деле плакать хочется. И ты, мой дорогой стажер, вынуждена терпеть нетрезвого босса, которого он всякий бред несет. И домой тебя не пускает. Да что ж такое-то? Может быть, вас подвезти? Тебя. Я же не старый дед. Да, тебя. Может быть, тебя подвезти домой? Кому домой? К тебе или ко мне? Это шутка. Хотя на самом деле не самая удачная. Аккуратно. Поехали. Ну как, нормально? Спасибо тебе, верный друг. Дальше ясно. Спокойной ночи. Прости, что разбудил. Уйди, я прошу тебя. Я пойду душ тогда приму. Да, иди прими. А то от тебя разит дешевыми духами так, что я ночью чуть не задохнулась. Катя, я сейчас не могу говорить. Что-то случилось? Просто занята, я вам перезвоню. Это связано с Ваней? Скажите мне правду, пожалуйста. Неподалеку от пригородного микрорайона «Лесная сказка» видели мальчика, подходящего под описание Вани. Мы сейчас уточняем эту информацию. Кать, я...
Кать, ты что, ушла? Давай, Гомар, след. Он взял след. Катя, пожалуйста, возьмите себя в руки, а то вы натворите беды. Сегодня 3-й день, помните? 3 дня и поиски бесполезны. Вы сами так сказали. Господи, Катя, это просто статистика. Это вообще ни о чем не говорит. Да. Кать, кажется, волонтеры вышли на след нашего Вани. Сегодня Макс и Алиса привели собаку, и она взяла след. Но метров через 100 стала, как вкопанная. Макс предположил, что Ваню могли увезти на машине, поэтому след потерялся. Ребята стали опрашивать людей и вышли на старика, который живет в соседнем дворе. Он видел, как маленький мальчик садился в красный автомобиль. Запомнил, потому что тот был без верхней одежды. Номер машины он запомнил? Нет, ни марки машины, ни номера он не запомнил. Но Макс уверяет, что вычислит, и это дело времени. Катя, сейчас очень многое зависит от вас. Подумайте, может быть, у кого-то из ваших сотрудников или знакомых, подруг, наконец, все-таки есть красный автомобиль? Да в том-то и дело, что ни у кого. У меня очень узкий ближний круг. Но разве что у клиентов, и то я не припомню ни у кого подобного автомобиля. Клиенты, это может быть ниточка. То есть? Шантаж, месть. У вас ни с кем не было конфликтов? Нет. Нет, я правильный риэлтор. Я умею вести себя с клиентами. Хорошо, отставили пока. Сейчас нужно проверять даже самые странные, нелепые на первый взгляд идеи. Катя, напрягите, пожалуйста, память. Красный автомобиль. Красный автомобиль. Красный автомобиль был у Кости. Ну вот, кто он? Мужчина, с которым я встречалась, но это было 8 лет назад. Сомнительно, конечно, но нужно проверить. Помните, где живет? Ну да. Поехали. Он же мог и переехать. Я сейчас пробью его по нашим базам. Найдется, никуда не денется. Игорь, мне нужно найти человека. Хорошо, Игорь, спасибо. Я сама позвоню. Сбрось мне, пожалуйста, номер смс-кой. Ваш бывший возлюбленный неплохо устроился. Он капитаном авиалайнера служит. Но по-другому и быть не могло. Здравствуйте, следователь Туманова. Скажите, как я могу связаться с Константином Холодовым? Ясно. Спасибо. Отбрасываем эту версию. Холодов в отпуске. Уже неделю с семьей в Индийском океане купается. Вы на волне радио Оптимис ФМ. Дружной командой вашей яхты. Сережа, Марин, ты куда? звонит какой-то мужчина. Он говорит, что знает, где ваш сын. Алло, где он? В соседнем доме. Почему вы думаете, что это мой сын? Он похож на пацана с фотографией на сайте волонтеров. А кто его привез туда? А так откуда ж мне знать? Я видел только мальца, собаку и красную машину у дома. Костя на работе. Странно, если было бы иначе. Возле дома открыли новый фермерский магазин. Мне понравилась продукция. Попробуешь. Мы же завтра улетаем. Ну, отлично, сделаешь дорогу бутерброды. А сметана и все остальные продукты, я думаю, в холодильнике спокойно неделю пролежат. Спасибо. Что у вас с институтом? Берут вас обратно? Ну, во-первых, я не вещь, чтобы меня брать.
Во-вторых, то, что происходит сейчас на моей кафедре, меня совершенно не устраивает. Так что с институтом у меня никак. Но по-прежнему встаю в 6:30. Костиного папы нет год, а внутренний будильник срабатывает. Вставай, иди, делай уколы. Будете кофе? Давай. Такой симпатичный мальчишка. На Костика в детстве похож. У вас проблемы с семьей, вас бросил возлюбленный, у вас нет детей. Уникальный метод, магические силы. Обратитесь ко мне за помощью. Биоэнергетик, нумеролог, таролог Ангелина. Света, это дно. Ты же кандидат педагогических наук, психолог. А что мне делать? Я очень хочу ребенка, не получается. Так может, ты наконец-то обследуешься? Что за пещерная логика? Объясни мне. Вы в браке почти 8 лет, детей нет. Она собралась к гадалке. Я сколько раз говорила, что направлю к хорошим специалистам. Я говорила Косте, ему все некогда. А при чем здесь Костя? Вы уверены, что проблема во мне? И у Кости никаких проблем быть не может. Естественно. У Кости все хорошо. У него нормальная наследственность. Как ты знаешь, болезнь его отца была вызвана травмой. А Костикиным здоровьем занималась с детства. Да, очень веские аргументы. Вообще-то, у Кости есть ребенок. В каком смысле есть ребенок? У девушки, с которой Костя встречался до тебя, есть ребенок от Кости. Вы шутите сейчас, наверное, да? Нет. Он мне никогда не говорил ни о каком ребенке. Разумеется, он же порядочный человек. Если бы он знал, он бы не оставил женщину с ребенком. Света, мой тебе совет. Обследуйся как можно скорее. Ладно, я пошла. Это я забираю с собой. Чтобы тебе всякая дурь в голову не лезла. Делайте, что хотите. Да, и сними эту пижаму. И выражение лица поменяй. Мужчин в конечном итоге это начинает раздражать. Что за чушь ты с этим повела? Какая девушка? Какой ребенок? Ну, для начала здравствуй, сынок. Здравствуй, мам. Я имела в виду Катю. Но я ничего не конкретизировала. И потом я сказала, что это было до Светы, еще до того, как ты ходил в женихах. А зачем ты соврала про ребенка? Ну, глупость совершила. Слушай, а вы с Катей… Угомонись, мам. Используй свои фантазии в мирных целях, хорошо? Возвращайся в институт аспирантами руководить. Я там никому не нужна. Ну, не знаю. Романы начни писать, крестиком вышивать. Займись чем-нибудь. Костя, ты мне грубишь? Прости, но ты тоже думаешь, что ты говоришь. Если ты такой торнадо устроила, билеты хотела порвать или успокоил. Понимаешь, я сказала Свете для того, чтобы она наконец-то обследовалась. 8 лет, Костя. 8 лет. Сколько можно? Понятно, вечером позвоню. А, чего приходил-то? Еда для Тишки в холодильнике. Пожалуйста, не пускай его в нашу спальню, он грызет Светкину эту, как ее… Стрелицию. Да. Все, пока. Хорошего отдыха. Здравствуй, Сергей Анатольевич. Да, есть такая монография. Почему? И в электронном виде тоже есть. Я вам потом ссылку сброшу. Да, хорошо, до свидания. Так это же Катя.